Я знаю, чем вас испугать. Самое страшное слово в математике – это геометрия. Геометрия! Я знаю, даже в 7 классе, как только геометрия появляется, уже сразу куча проблем. Никто ничего не понимает. Но я попробую вам помочь разобраться с этим делом. Итак, самый первый вопрос – это равенство фигур. Ну или равенство треугольников. И вот вопрос, а вообще, когда два треугольника будут равны? Вообще-то все просто. Посмотрите, вот два треугольника. Как проверить, равны они или нет? Вот что нам понадобится. Просто вырежем их и совместим наложением. Если они совпадают, значит они равны. Проверим. Один треугольник. Второй треугольник. Итак, совмещаем. Вот они совпали. Значит, они равны. А что делать, когда мы приходим в школу? И вот вы приходите в школу. И вам надо доказать, что эти два треугольника равны. Ну ладно, давайте. Блин, что же делать? Мы же не можем тут их вырезать. Все очень просто. Вообще, давайте разберемся. У треугольника есть 6 элементов. 3 угла, оп-оп-оп, и 3 стороны. Вообще-то, когда вы их накладываете, у них совпадают все 6 элементов. Но, боже, как это долго! Надо проверить, что все 6 элементов одинаковы. Так вот нет, оказалось, что все гораздо проще. Достаточно проверить, что равны 3 элемента. Это и есть те самые 3 признака равенства треугольников. Итак, если вы полазили и поискали в этих двух треугольниках, например, одинаковую сторону и угол между ними, то все, вам не надо знать больше ничего. Они между собой равны. Это и есть первый признак равенства треугольников. Случай 2. Вам дали треугольники, вы по ним полазили и нашли одинаковую сторону, угол, второй угол и второй угол. Все, эти треугольники равны по второму признаку. Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим углам другого треугольника, то такие треугольники равны. Ну и теперь последний признак, самый простой. Если вы полазили по этим треугольникам и обнаружили 3 одинаковых стороны в одном треугольнике и 3 одинаковых стороны в другом треугольнике, то все, такие треугольники равны. Итак, если 3 стороны одного треугольника соответственно равны 3 сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны. Третий признак. Итак, о равенстве треугольников. Давайте посмотрим задачу. Вот чертеж. Надо найти сторону АБ. Давайте разберемся еще раз, что это за штрихи. Просто в геометрии полно шифровок. И если вы умеете все это расшифровать, то вам становится гораздо проще. И вообще идеально, если вы прочитали условия задачи, все перенесли на чертеж и больше эту задачу не перечитываете. Давайте смотреть. У нас есть два треугольника АОБ и ДОС. Надо найти АБ, если мы знаем, что СД равно 6, СО равно ОБ, АО равно ОД. Так, только не говорите, что вам и так понятно, что АБ равно 6. Нет, так дело не пойдет. Первый шаг. Мы докажем, что эти два треугольника равны. Это не очевидно, это надо доказывать. И только потом, когда мы будем четко знать, что они равны, мы сможем сказать, ну раз они равны, значит АБ такое же, как СД, и равно 6. Итак, приступим. У нас есть 3 признака. Будем ссылаться на один из них. Давайте смотреть. АО равно ОД. Так, отлично, одна сторона есть. ОБ равно ОС. Вторая сторона есть. Что-то похожее на первый признак равенства треугольников. Чего нам не хватает? Угла. Ну что, давайте лазить по треугольнику. Итак, что же здесь могло бы быть одинаковым? А вот эти вот углы, помните такие вертикальные? Это они и есть. Угол АОБ равен углу ДОС, как вертикальные. Вот те самые 3 элемента. 2 стороны и угол между ними. Все, треугольники равны. А раз они равны по вот этим 3 элементам, значит у них равно все, в том числе и АБ, и СД. Так вот мы и получаем, что АБ такой же, как СД, и равно 6. Вот мы и решили задачу. Решаем вторую задачу. Сейчас я расшифрую все то, что здесь написано. Посмотрите, у нас есть 2 треугольника АБД и СДБ. Вот эти черточки обозначают, что АБ равно СД, АД равно БС,
Угол С равен 40 градусов. Найти же нам надо угол А. Итак, будем действовать по шагам. Для начала давайте разберемся. Вообще-то эти два треугольника выглядят так, как будто бы они равны. Но опять же, я вам не верю, никто нам не верит, нам это надо всегда доказывать. Давайте разбираться. Итак, сторона-сторона одинаковые, сторона-сторона одинаковые. Похоже на первый признак равенства треугольников, либо на третий. Но чего-то не хватает третьего элемента. Давайте искать. Как обычно, лазим по треугольнику. А вот посмотрите, BD общая сторона. Кстати, это можно показать вот так. И что получается? Два треугольника, у них три одинаковых стороны, так значит они равны по третьему признаку. Хорошо. А раз эти два треугольника одинаковые, значит в них одинаковое все-все-все, в том числе угол С и угол А. Делаем вывод. Значит угол А равен 40 градусов. Все просто. Рассмотрим такую задачу. У нас даны два треугольника АБС и А1, Б1, С1. Посмотрите на эти шифровки. Угол А такой же, как угол А1, угол С такой же, как угол С1. И сторона АС равна стороне А1, С1. Вывод. Это уже не просто треугольники, а треугольники, у которых одинаковы три элемента. И причем это те самые элементы, которые описаны во втором признаке равенства. Значит, эти треугольники равны по второму признаку. Сторона и два прилежащих к ней угла. Далее. Давайте посмотрим на вот это вот условие. Ужасное условие, да, знаю. АБ относится к БС, относится к АС, как 2 к 3 и к 4. Что же делать вот с этим? Все оказывается очень просто. Если встречаете вот такое деление, просто приписываете сюда иксы и решаете задачу, как будто у вас даны обычные стороны. Итак, АБ это 2х. Можем подписать. БС это 3х. И АС это 4х. Что нам известно? Что периметр треугольника А1, Б1, С1 равен 36. Но вообще-то на предыдущем шаге мы сказали, что эти два треугольника равны. Поэтому, если сторона АБ равно 2х, значит и сторона А1, Б1 точно такая же. Аналогично БС и АС. Подпишем 2х, 3х, 4х. Повторяю, мы это имеем право делать только потому, что мы доказали на первом шаге, что эти два треугольника равны. Так вот, периметр равен 36. А что такое периметр? Да, правильно, периметр это сумма длин всех сторон. Сделаем уравнение. Итак, 2х плюс 3х плюс 4х и равно это 36. Обычное уравнение, с которым справится любой. Итак, считаем. 5, 9, х равно 36. Х равен 4. Это тот самый х, который мы приписывали в самом начале. А теперь давайте разбираться, какая нам нужна сторона. Сторона АБ. Так, сторона АБ. А это 2х. Значит, берем его и подставляем вот прямо сюда. 2 умножить на 4 равно 8. Задача решена. Ах да, опять одно и то же. Математика в жизни нам не нужна. Ну как она вам не нужна? Ну сами посмотрите, математика – это же жизнь. Чтобы чего-то добиться, вы пытаетесь продумать в голове те шаги, которые приведут вас к успеху. То же самое в любом примере, в любом уравнении. Вы думаете, как самым рациональным способом, сделав меньше всего шагов, прийти к нужному результату. Поэтому математика – это жизнь. Успехов!